почему на лыжных курортах Сочи такие толпы и вообще стоит ли туда ехать. Да, я уже не в первый раз слышу, что на новогодние праздники это место становится отечественной меккой безумных очередей и переполненных отелей. Каждый год сюда съезжаются тысячи райдеров, туристов и просто любителей зимнего отдыха. Многие бронируют жилье за несколько месяцев, ведь в разгар сезона найти свободный номер может оказаться настоящим квестом. И я подумал, а что если в разгар праздников, да еще и на выходных, просто взять и приехать сюда, без каких-либо броней и четкого плана? Можно ли на месте найти жилье и не переплачивать втридорога? Или все забито и останется только ночевать в машине? Да и вообще, удастся ли мне без очередей и нервотрепки взять снарягу, добраться до подъемников и насладиться трассами и покатушками? В общем, в Москве было тоскливо, и я решил устроить себе сноубордический уикенд в одном из самых популярных горнолыжных курортов России на полном спонтане. И в этом выпуске я постараюсь разобраться, как устроен горнолыжный курорт Красная Поляна, какие есть зоны катания и в чем их отличия, во сколько обойдется спонтанная поездка, жилье, скипасы, аренда снаряги и самое главное, удастся ли вообще покататься. Этот выпуск будет максимально практичным и честным, никаких подготовленных сценариев, только реальный опыт. Я покажу все от поиска жилья и цен на месте до самих спусков и общей атмосферы курорта. Так что если ты когда-нибудь задумывался, а что если просто взять и поехать на выходные, этот видос для тебя. Россия, Сочи, Красная Поляна, и мы начинаем. Так как билеты приобретались прямо перед вылетом, единственной опцией оставалась горячо любимая многими авиакомпания «Победа». А это значит, мы во внучке. Так, ну что, друзья, 6 утра, и в Москве погода дрянь, если честно. В общем, собираемся лететь в Сочи. Лечу один, лечу вот так, с собой ничего не беру. Обещаю, там погода классная. Попробуем взять дощечку, покатать. В общем, все покажу, все увидите. Немного про стоимость перелета. Купленные в последний момент билеты с Москвы в Сочи и обратно обошлись мне в 42 тысячи рублей. А вот если бы я подсуетился с этими билетами заранее, я бы за них заплатил раза в 3 дешевле. Официальной отправной точкой моего эксперимента послужил столь гостеприимный сочинский аэропорт. Именно с этого места был обозначен старт моей импровизации, и первым делом нужно было каким-то образом вообще попасть на Красную Поляну. Существует две опции – каршеринг и такси. Каршером никогда не пользовался, да у меня даже учетки там нет, поэтому я выбрал старый добрый Яндекс. Ну что, пацаны, зацените, погодка, 20 градусов, и это лютая зима. Приехал сюда налегке, приехал на пару дней. На выходные попробуем сейчас заселиться. Вообще ничего с собой не брал, даже не буковал. Просто вот паспорт и вот как есть. Куртофан оставил своему товарищу. Короче, сейчас все покажу, будет очень интересно. Многолетние маршруты от аэропорта до Поляны уже давно протоптаны и поставлены на поток. По пути до Поляны водитель трансформируется в супер-ультимейт гида универсала, который порекомендовал мне маршрут поиска гостиниц, рестораны, аренду экипы, дал мне все контакты и пожелал мне отличного отдыха. После чего привез к точке назначения и откланялся. В общем, подобный сервис я могу оценить намного больше, чем 5 звездочек. Прежде чем я начну свой рассказ, давайте поймем, где мы находимся, и я проведу вам краткий ликбез по локации. Процитирую слова таксиста Сурена. Красная Поляна – это место, где Кавказские горы встречаются с дорогими курортами. Снег с пальмами, а адреналин с роскошью. Тут можно мчаться по горным склонам, а потом греться в спа-отеле, а вечером зайти в казино и спустить все, что у тебя осталось. Это как Вегас на склонах Кавказа, только вместо пустыни эпичные леса и горные реки. Представь себе смесь альпийского шика, русской души и немного сочинского безумия. Вот это и есть Красная Поляна. Цитата Сурен. В целом он во всем прав, но если более тезисно подходить к вопросу, Красная Поляна – это российский курорт, который находится в Краснодарском крае примерно в 40 минутах от аэропорта Сочи. На самом деле это не курорт, а целая агломерация из нескольких зон. Их 4. Эстосадок – это деревня у подножия гор, где живут и местные, и туристы. Тут можно найти шикарные отели, недорогие хостелы, бары, шашлычные, ну и казино тоже там. Горки город. Сейчас это курорт Красная Поляна, и похоже, что Сбер является его куратором. Тут есть трассы,
отели, магазины и подъемники, которые уносят в горы. Роза Хутор – самый популярный курорт, особенно у молодежи. Там проходили Олимпийские игры в 2014 году, и здесь наибольшее количество трасс и обилие хостелов и отелей на любой карман. И Газпром – это место для тех, кто любит покататься в более спокойной атмосфере. Он немного подороже, там не так много трасс, и они не самые сложные. В общем, эти места – это такая штука, где можно найти и спорт, и тусовку, и релакс. Ну и разумеется, это одно из самых красивых мест в России. Собственно, туда я и приехал, где незамедлительно отправился на поиски ночлега. Так, вот мой номер. Значит, как обычно, делаем рум-тур. Кстати, хочу отметить, что вопреки теории о высоком сезоне, в Красной Поляне я недолго оббивал пороги местных гостиниц и нашел для себя жилище аж со второй попытки. Ладно, буду с вами предельно честен. Один номер был в первом отеле, туда отправился жить мой оператор, и один номер был в соседнем, туда заселился я. Прежде чем я начну обозревать свою опочивальню, отчитаю, что каждый номер стоил 20 тысяч рублей в сутки, что, на мой взгляд, недешево, но вполне адекватно. Работает. Так, ну что? Смотрите, самое главное, что я здесь вижу, у тебя есть полное ощущение, что ты находишься на снежном курорте. Смотрите, у меня здесь просто сугробы снега. Ребята, сюда можно выйти даже и потоптать снег. Ну, дай-ка я камеру возьму. Короче, вот так вот это работает. Вот если кто соскучился по снегу, то у меня его вот здесь вот так вот. Говорят, что мало выпало. Обычный стандартный номер, ничем не примечательный. Ну, хотя выход такой прикольный. Здесь можно работать, если вдруг кому надо. Но от работы кони дохнут. Так, а вот, смотрите, мне выдали вот такой вот листочек с Wi-Fi, поэтому, если что, могу расшарить. И наш любимый санузел. Ну, такое все пошарпанное. За 20-чик-то могли, наверное, взять починить. Ну что, идем тогда в прокат. Возьмем снарягу сейчас и на гору. Последний раз на доске я катался еще при царе Горохе, поэтому для комфортного пребывания на трассе мне было необходимо подобрать подходящую экипировку. Для любителей спорт-инвентарь шопинга Красная Поляна представляет из себя цветущий сад из десятков профильных магазинов. И надо сказать, что вполне себе с адекватными ценами. В состав моих обновок входила вообще вся одежда, а именно носки, термуха, флиска, комбез, куртка и перчатки. Стемнело довольно быстро, но это не означает, что сегодня я не успею покататься, а все потому, что здесь есть вечерняя катка. Для нас это норма, а вот, например, в Европе такого я не встречал. В общем, сегодня у нас будут покаталки на доске. Знакомьтесь, Ваня. Теперь давайте я вас познакомлю со своим приятелем Иваном Кунаевым. У него есть даже страничка в Википедии, а это значит, что мне будет легче вам его представить. Читаем. Российский велогонщик в дисциплине маунтенбайк, мастер спорта, член сборной России, победитель Кубка России по даунхиллу в 2022 году, чемпион России по эндуро в 2021 году, чемпион России по байк-кроссу в 2017 году и еще здоровенная куча регалий. В общем, он летает на своем велике покруче любых парашютистов. И казалось бы, а при чем здесь Иван и зимние покатушки, а при том, что Ваня еще очень мощно фрирайдит по всяким пухлякам на своей доске. Мне нужно было заново вспомнить азы сноуборда, и так уж совпало, что он был тут. Поэтому мы просто взяли, встретились с ним, и сейчас Ваня мне будет проводить краткий инструктаж по каталкам. Короче, прошу любить и жаловать. Значит, Ваня, конечно же, специалист совершенно в другой дисциплине. Что он творит, в общем... Ну а сегодня мы с Ваней попробуем вспомнить те навыки, которые у меня есть. Я, наверное, лет 5 не вставал на дощечку, да у меня, в общем-то, особо и не было скилла, так сказать. Вспомним, может, какие-то ошибочки мне поправишь. Давай посмотрим, потому что я еще не видел. Так, ну что, у нас какой план? Слушай, ну сейчас мы с тобой поднимемся на высоту примерно 1500. Откуда начинается вечернее катание. Там стартует синяя трасса, Красная Поляна. По ней мы поедем. Путь порядка 1,5 километров тебя ждет. Если там все окей, то эту трассу мы и будем катать. Если не очень хорошо получается, мы переместимся вот в эту зону, где у нас зеленая трасса и где катаются новички. Слушай, как скажешь. Давай, Да сегодня нет, рулишь ты. синий, там ничего страшного. В целом трасса довольно безопасна.
горнолыжный курорт удачно расположился буквально у меня под носом, что значительно упрощало мою логистику. План был прост. Сначала ночное катание, чтобы освежить навыки и привыкнуть к маршрутам, а на следующий день полноценный заезд по синим и красным трассам. Так мы могли охватить весь курорт за короткий срок и получить максимум впечатлений. Времени до закрытия подъемника оставалось немного, поэтому решили совмещать обучение с практикой прямо на ходу, адаптируясь к трассе и друг другу в процессе катания. От себя отмечу, что давние покатушки на сноуборде давно отложились где-то в глубинах моей памяти. Но, как говорится, это как с велосипедом. Стоило мне только встегнуться в крепы, как мозг моментально активировал нужные нейронные связи, и я поехал. Конечно, не без ошибок, но Ваня четко и вовремя исправлял мои косяки, да еще и прокачивал мой скилл в процессе. Андрей сказал, что поворачивает только в одну ногу. Оказалось, он имеет в виду свич и не свич. А так-то он катается вполне себе неплохо. Но ноги отваливаются. Я не знаю, как я завтра буду ходить. Я вот сейчас после этой катки... Так, смотри, что сейчас мы будем делать. Мы сейчас будем пробовать немножко, ну не то что карвить, но вставать на кант. Потому что ты когда сейчас едешь, ты гребешь хвостом. Ну вот конкретно сейчас происходит репрезентативная ситуация, и я даже умудрился поучиться у Вани Каро на борде. Как видите, несмотря на высокий сезон, райдеров на трассе адекватное количество, и я вполне себе с комфортом провел вечернюю покатушку, и в то же время я не увидел этих страшных очередей и знаменитых рилзов. Похоже, весь движ, как обычно, на Розе Хутор, а в Красной Поляне может и не так весело, но все же каталка тут очень комфортная. В общем, пацаны, я, конечно, уже опыханный весь. Дайте отдышаться. В общем, что я могу сказать? Самое классное и вообще вот эта вот эйфория возникает тогда, когда ты закончил обучение. Это когда ты знаешь, что это все, ты идешь домой. Вот только ради этого стоит что-то делать. Вечером удалось сделать аж 2 спуска, так что можно сказать, что я хоть немного, но прикатался. А это значит, что ранним утром мы отправляемся покорять синие и красные трассы поляны, чтобы почувствовать местный райдерский вайб на полную катушку и заодно оценить реальную загруженность трасс. Сравнивать с Куршавелем, пожалуй, не совсем корректно. Не в плане того, где лучше, а где хуже, а просто потому, что это совершенно разные места. У Красной Поляны есть свой уникальный стиль и своя атмосфера. Она своя, другая, и в этом ее уникальность. Доброго утречка. Зацените, какая шикарная погода. Встали в 7 утра для того, чтобы раскатать вельветик. Вань, что делаем? Давай. Слушай, ну все по классике. Катаемся. Сегодня действительно у нас ранний подъем, чтобы успеть застать хороший качественный снег. У нас примерно, я думаю, около 3 часов, пока его не разбили. Где-то к обеду уже все выходят кататься, и снег начинает и закисать, и разбиваться. Поэтому я думаю, что мы успеем хорошо катнуть, а потом еще и поделать дела. Сейчас мы поедем в восточную часть курорта. Эта трасса самая длинная не только на этом курорте, но и вообще в целом во всей локации Красной Поляны. Ее длина около 9 километров. Но я думаю, мы справимся довольно быстро. Минут за 10 окажемся внизу с высоты 2200 на высоту 900 метров. То есть перепад 1300 метров за, по времени посмотрим, надеюсь, минут за 10. Спуск будет красный. Вот в этом моменте я хотел вам показать и рассказать про весь спуск от начала и до конца, но здравый смысл взял верх, и пока мы едем, я пробегусь, так сказать, по верхам и просто поделюсь своим послевкусием от Красной Поляны. Да и вообще, отвечу на все те вопросы, которые заявил в начале выпуска. Поехали! Красная Поляна устроена комфортно для отдыха и проживания и зимой, и летом. Ко всему прочему, она рассчитана даже под любой кошелек, что придает этому месту своих баллов по юзабилити. Вот объективно считаю, что любой среднестатистический житель нашей родины может спокойно себе это позволить. Зоны катания также здесь рассчитаны на любые скиллы, плюс есть возможности для покатушек по пухлякам. Ко всему прочему, летом курорт предоставляет маунтен-байк-парки. Собственно, Ваня и является флагманом этой темы. Вот такая спонтанная покатушка без учета покупки экипы мне обошлась в 100 тысяч рублей. Опять же, я не экономил, но и по люксам не пробегался. При желании бюджет можно было оптимизировать. Ну и вот конкретно мой опыт говорит о том, что жилье по факту арендовать можно. Не заявляю, что абсолютно всегда, но у меня хоть и в притирку, но получилось. Ну а если заранее буковать, то и выбор, и цена будет лучше. Касаемо очередей и пробок, я вам все показал. Конкретно на курорте Красная Поляна я не испытал абсолютно никакой боли и страданий. Получается, что даже спонтанно приехав, вам удастся и покататься, и кайфануть. Поэтому конкретно в этом вопросе помеха может быть только снег, а точнее его отсутствие. Вообще здесь говорят, что был бы снег, а горку мы найдем. Ну что, друзья, все вспомнил, ничего не забыл, на дощечке умею кататься.
Ваня мне подкорректировал некоторые моменты, за что ему огромное спасибо. И мы обязательно с тобой снимем выпуск про байк. Тема классная, мы ее раскроем. И я думаю, что... Что летом ты окажешься либо здесь, либо в Архизе и ворвешься с великом? 100%, да. Будет сезон, будет велик, будет байк-парк. Шикарная погода. Даже не верится, что внизу лето. Внизу где-то градусов 20, наверное. Здесь снежок, дощечка. Какая красотища, а? Где такое еще есть? Нигде. Нет такого нигде.